Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер все еще. И у меня новая локация в Нюрнберге. Сейчас начнутся каникулы, и детей можно бесплатно сводить в музей коммуникаций. Особенно мальчикам здесь будет очень интересно. Этот музей называют еще музеем железных дорог. И находится он рядом, как раз недалеко от главного железного дорожного вокзала Нюрнберга. Я считаю, что этот музей одно из самых интересных мест для семейного отдыха и для тех, кто любит историю и технику. Мы попали на экскурсию, и такой необычный гид рассказал нам историю железных дорог Германии. Und eine Lokomotive kann das aber. Da hängen dann 25 solche große, schwere Waggons dran. Und jetzt habe ich eine kurze Rate. Нюрнберг – родина первой железной дороги в стране. И именно здесь можно увидеть настоящие исторические поезда. И самый знаменитый экспонат – это поезд «Адлер», переводится как «Орел». Вот он, вместе с нашим необычным гидом. «Адлер» – это первый паровоз Германии, который начал ходить еще в 1835 году по маршруту Нюрнберг-Фюрт. Когда стоишь рядом, сложно поверить, что именно с этого маленького поезда началась вся история немецких железных дорог. Паровоз был построен в Англии на заводе Джорджа Стефана, человека, которого называют отцом железных дорог. В то время в Германии еще не было собственного опыта в строительстве паровозов, поэтому технология пришла из Великобритании. Конечно, по современным меркам «Адлер» выглядит очень скромно. Открытая кабина машиниста, деревянные пассажирские вагоны, минимальный комфорт. Но в XIX веке это было настоящее техническое чудо. Поезд мог развивать скорость до 30 км в час, и для людей того времени это казалось почти невероятным. И кто же ездил на этом поезде, думаете вы, какие-нибудь миллионеры, богачи, короли? Нет, первые пассажиры «Адлера» были обычные жители, торговцы, путешественники. Раньше дорога между Нюрнбергом и Фюртом занимала много времени. Хотя дорога была 6 километров всего на повозках. А с появлением поезда путь стал быстрым и удобным. И интересный факт. В первые месяцы машинистом поезда был англичанин, потому что немецких специалистов тогда просто не существовало. Профессия только зарождалась. Рядом, для сравнения, расположен современный скоростной поезд АСЕ, который развивает скорость до, внимание, 300 км в час, не 30 и оснащен комфортными современными вагонами, удобными сиденьями, кондиционерами, розетками, тишина и плавный ход. И когда видишь рядом «Адлер», первый паровоз Германии, и современный АСЕ, разница между ними кажется просто невероятной. А представьте себе, каким шоком было бы для людей XIX века увидеть такое чудо. Поезд, который летит быстрее ветра, без дыма и пары, где тепло, светло и можно ехать с комфортом на сотни километров. Этот контраст очень наглядно показывает, какой огромный путь прошли технологии от маленького парового «Адлера» до высокоскоростных поездов будущего. So wurde es bisher gemacht, aber ein Pferd kann vielleicht so einen Wagen noch ziehen, aber nicht 5 davon oder 10. Und eine Lokomotive kann das aber. Da hängen dann 25 solche große, schwere Waggons dran. Und jetzt habe ich eine kurze Rate. В музее также можно увидеть поезд короля Людвига II Баварского, одного из самых загадочных и романтичных правителей Германии. Людвиг II больше известен как строитель сказочного замка Нойшванштайн. Именно этот замок стал прообразом замка из логотипа диснеевских мультфильмов. Кстати, у меня есть отдельное видео про нашу поездку в этот замок. Обязательно посмотрите. Этот поезд был не просто средством передвижения, а настоящей королевской резиденцией на колесах. Вагоны отличались роскошным интерьером, дерево ценных пород, мягкая обивка, изысканные детали, отдельные купе и салоны для отдыха. Для Людвига II поезд был особенно важен, потому что он путешествовал много, посещая свои замки и строительные проекты. Вы только посмотрите на это кресло, да и на всю мебель, все это дорого, богато. Жаль, нельзя войти в этот вагон и посидеть на этом кресле, выпить чашечку кофе и на минуточку представить, как это все было в XIX веке здесь.
Ого, у него была и своя терраса даже здесь. Судя по интерьеру, сразу видно, что Людвиг II был личность такая романтичная. Рядом по соседству в музее также можно увидеть поезд Отто фон Бисмарка, одного из самых влиятельных политиков истории Германии. В отличие от королевского поезда Людвига II, поезд Бисмарка выглядел более сдержанно и практично. Здесь меньше роскоши и больше функциональности. Рабочие кабинеты, места для переговоров, купе для отдыха и сопровождения. Этот поезд отражает характер самого Бисмарка – строгий, прагматичный, ориентированный на власть и государственные дела. Он был первым канцлером Германской империи и человеком, который объединил Германию в 1871 году. Его еще называли «железным канцлером». Также в музее вы можете увидеть миниатюрные немецкие поезда разных годов. Это целый мир в уменьшенном формате. Детально проработанные локомотивы, вагоны, станции, пейзажи. По этим мини-путям можно проследить, как менялся дизайн поездов, технологий и сама Германия с течением времени. Особенно это впечатляет детей. Ну и взрослые залипают здесь надолго, рассматривать хочется каждую деталь. Вот хоть я и не мальчик, и не мужчина, но как женщине было тоже интересно это все рассматривать. Ich wollte euch das hier unten zeigen. Das ist nämlich, da siehst du den Adler drin stehen. Was glaubst du, was könnte das sein, diese Häuser, die da stehen? Ein Bahnhof, genau. Und wer von euch kann lesen? Kann jemand lesen? Könnt ihr einmal lesen, was hier steht drauf? Und genau, Pferdestallung steht da. Hä? Aber das bedeutet doch Pferdestallung. Was macht ein Pferdestall an einem Bahnhof? Hat jemand eine Idee? Гид только что рассказывал, что это вот так выглядел вокзал. Ich mache eine zweite Runde. Ich sehe was du nicht siehst und das ist weiß mit grauen Tupfen. Was denkst du? Ein gelber Schwert, das weiß ist mit grauen Tupfen, heißt Schimmel. Und dann siehst du ein Друзья, чтобы вы понимали размер обуви, ну это, наверное, где-то 49-й.
den Wagen guckt mal, siehst du eine Tür in dem Wagen? Könnt ihr reinschauen? Hier seht ihr eine Tür innen. Вот такая форма была либо у машиниста или у проводника. Weil es sind viele Treppen, wo wir runtergehen müssen. Детям даже раздали подарки. Und da, wo eine 4 steht, das ist dahinter steht. Есть и интерактивные зоны, где детям можно нажимать кнопки, крутить рычаги и буквально управлять транспортом. Это не скучный музей, здесь реально хочется все рассматривать и трогать. Есть и мастер-классы для самых маленьких. Кроме техники, музей рассказывает и о людях, которые стояли за развитием железных дорог. Здесь можно узнать об инженерах, изобретателях и предпринимателях, чьи идеи и открытия изменили способы передвижения людей и перевозки грузов. Не менее захватывающей частью музея является коллекция формы и одежды работников железных дорог разных эпох. Здесь можно увидеть униформы машинистов, проводников, сигналистов и других сотрудников. Каждая форма отражает особенности работы на железной дороге и дух своего времени. Обратите внимание, первые велосипеды железные. Я так думаю, что они и были и тяжелыми. А здесь вот и немецкие машинки швейные. Не знаю, как у вас, но в детстве, я помню, у нас была швейная машинка «Зингер». Вы только посмотрите на эти игрушечные вагоны. Так выглядел вокзал в XIX веке.
Отдельная экспозиция посвящена развитию железных дорог по годам. Посетители могут проследить, как строились новые линии, появлялись современные поезда и менялись организации перевозок. В музее есть материалы о периоде правления Гитлера, когда железные дороги активно использовались для военных и экономических нужд, строились новые маршруты и развивалась техника. Следующий раздел посвящен послевоенному периоду. После Второй мировой войны почтовая и телефонная сеть была разрушена, но техника быстро восстановилась. Здесь можно увидеть старые радиоприемники, телефоны и первые компьютеры, первые авто, велосипеды, мотоциклы, которые помогали людям вновь связываться друг с другом. Интересные факты. В 50-е и 60-е годы телефонный звонок был событием. На него нужно было записываться заранее. И выстраивалась большая очередь. Вы только посмотрите на эту красивую машину. К сожалению, такие автобусы или трамваи уже не выпускают. Но мой вам совет: езжайте в Вюрцбург, и вы там увидите, как проезжают старинные трамваи. Или посмотрите мое видео. Вау, вы только посмотрите на этот лайнер. Все до мелочей, детально все показано. Надо же, получается, что на верхней палубе было кафе. Это, наверное, уже 80-е годы. Здесь уже можно было присесть, и я присела.
Это, видимо, аппарат для билетов. И вот сами билеты такие интересные, как открытки. Можно даже их коллекционировать. Первый прорыв, первый компьютер. Спускаюсь на первый этаж, чтобы зайти в магазин от этого музея и показать вам ассортимент. Также здесь есть своя кофейня. Можно купить здесь настольные игры, пазлы, сувениры. Зашла я в это кафе при музее. Хотела показать вам интерьер, он как в стиле, не знаю, вокзала или в стиле завода по изготовлению поездов. Но кофе здесь вкусный, также здесь можно и приобрести и мед, и кофе, и чай. Позже я вам покажу. Друзья, резюмирую. В общем, приходите сюда всей семьей. Для детей есть игровые площадки, а для взрослых кафе и магазин сувениров. И самое приятное, вход в музей бесплатный. Это место, где интересно всем, и где история связи становится живой и доступной каждому.